Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня готовлю любимые батончики Баунти в более полезной, но не менее вкусной версии. По калорийности и жирности они будут не сильно отличаться от оригинала. Это плата за большое количество кокосовой стружки в составе и за шоколадное покрытие. Зато в них будет как минимум в 6 раз больше белка, в 4 раза меньше углеводов, и мы сможем выбрать только качественные и полезные ингредиенты. К тому же можно есть понемногу, по 20-50 грамм в день. Такое количество можно вписать в свою дневную калорийность, и этим же количеством возможно удовлетворить свою потребность в сладком. Готовятся батончики просто. Давайте покажу как. В миску высыпаем кокосовую стружку, к стружке добавляем протеин. У меня он нейтрального вкуса. Протеин можно с легкостью заменить на сухое молоко, получится тоже очень вкусно, но поменяется пищевая ценность, на всякий случай тоже укажу ее в описании. Я обычно выбираю именно протеин, потому что там прилично больше белка и немного меньше жиров и углеводов. Затем добавляем подсластитель по вкусу. У меня около 3 грамм Фитпарада номер 7. Если используете протеин со вкусом, а не как у меня нейтральный, подсластитель там обычно уже имеется. Смотрите сами, может вам вообще не нравится сладкий вкус, тогда вообще не сластите. За счет лактозы из молока уже будет немножко сладко. Выливаем молоко и все тщательно перемешиваем. Вместо молока еще делала с водой, получилось неплохо, но немного пресновато. И с мягким творогом. Получилось вкусно, но уже немного кисловато. Поэтому в основном делаю с молоком. Вам может понадобиться больше или меньше молока, в зависимости от влажности и вязкости ингредиентов. В идеале должна получиться вот такая не жидкая, но и не сухая масса. Смотрите, эта масса хорошо лепится, из нее уже можно слепить батончики руками. Примерно вот такие. Я обычно иду более быстрым и удобным путем и использую формы. Удобнее всего силиконовые. У меня вот такие пластиковые. Из них неудобно доставать готовые батончики, но зато они получаются ровные. Еще быстрее будет выложить массу одним пластом в любую прямоугольную или квадратную формы. Я покажу, как это сделать вот в такой железной, без дна. В любом случае выкладываем всю массу в форму, утрамбовываем и разравниваем. Для железной формы проложила дно пищевой пленкой и поставила форму на досточку. Высоту батончиков регулируйте по своему желанию. Правильная, в данном случае, масса отлично держит форму, и неважно, будет ли она ограничена стенками формы или нет. То есть, в принципе, массу можно выложить и без формы, аккуратно подровняв все края. Далее отправляем массу в морозильную камеру до застывания. В среднем это около 30-60 минут. Если у вас небольшие тонкие батончики, обычно хватает около 30 минут. У меня прошло около часа, достаю массу из холодильника. Сначала извлекаю будущие батончики из пластиковой формы. Вот что получилось. Осталось только покрыть их шоколадом, и все готово красиво. Теперь покажу, как поступаю с замороженной одним пластом массой. Просто извлекаю пласт из формы и разрезаю его на порционные кусочки. Можно сделать как я и нарезать, например, на одинаковые прямоугольники в виде батончиков, а можно на небольшие квадратики в виде конфет. Но имейте в виду, что на конфеты все же уйдет больше шоколада. Далее можно поджать уголки, как бы придавая батончикам закругленную форму, как у самого Баунти. Когда батончики практически готовы, снова убираем их в морозилку. Так, на холодной массе шоколад быстрее схватится. Сразу же подготовьте себе место, куда будете складывать покрытые шоколадом батончики. Лучше всего они отходят от силиконовых ковриков и качественной пергаментной бумаги. Теперь приступим к растапливанию шоколада. Берите любой приемлемый для вас шоколад. Для кого-то это будет горький без сахара, для кого-то обычный молочный из магазина. В общем, любой, который можете себе позволить. У меня молочный без сахара. Топим шоколад импульсами секунд по 15 в микроволновой печи, на водяной бане, либо можно даже на плите. В этот раз я буду топить на водяной бане. Для этого наливаю в кастрюлю немного воды, ставлю на нее устойчивую к температурам миску с шоколадом. Главное, нагревайте плавно, постоянно мешайте и не перегревайте. Чем больше температура плавления, тем больше шоколад теряет вкуса и аромата. Поэтому периодически убираю массу с водяной бани, чтобы ее не перегреть, и всегда перемешиваю. Еще учитывайте, что какао-масло очень не любит воду, поэтому следите, чтобы оно туда не попало. При водяной бане это имеет место быть. В идеале шоколад для правильного темперирования нужно растопить до 45 градусов Цельсия. Потом остудить до 26-27 градусов, а потом снова нагреть, но уже до 27-32 градусов. В зависимости от того, белый это шоколад, темный или же с орехами. Это целая химия с многими нюансами. Если правильно затемперировать шоколад с высоким содержанием какао-масла, такой шоколад еще называют кувертюром, то он будет твердо держать форму, похрустывать, не таять в руках и не потеряет своих вкусоароматических свойств. Но большинство из нас не имеют градусников для измерения, кулинарят с обычным шоколадом с небольшим количеством какао-масла,
Да и не всем интересно все это изучать. Поэтому топим на глаз, что я сейчас и делаю. Чем более текучий шоколад у вас получился, тем легче с ним работать и покрывать изделие тонким слоем. У меня шоколад получился вот такой текучести. Если у вас он получился слишком густой, добавьте какао-масло или кокосовое, или в крайнем случае подсолнечное. Масло берем около 5% от массы шоколада. То есть, если у вас 140 грамм шоколада, то можете взять около 10 грамм. Окунаем каждый батончик в глазурь. Я помогаю себе при этом 1 или 2 вилками. Можете окунуть 2 раза, чтобы получить слой потолще. Даем шоколаду стечь и перекладываем батончики на поверхность. При желании, пока шоколад не застыл, можно сделать художество вилкой. Например, какие-нибудь вот такие. Если взять мало шоколада, то окунать батончики будет неудобно, дольше по времени, и это может сказаться на внешнем виде шоколадного покрытия. Но выбор, конечно, за вами, можно покрыть и более экономичными способами. Также поступаем со всеми батончиками. Правильно темперированный шоколад быстро застывает, буквально за 1-2 минуты. У меня он неправильный, застыл, да не очень, поэтому отправляю его подзастыть в холодильник. Он все равно будет таять в руках, но станет более плотным. Остатки шоколада можно вылить в кулинарный мешок или в обычный пакет. Потом можно надрезать пакет и украсить батончиками подтеками, например, вот такими. Либо можно собрать всю массу на силиконовом коврике, дать ей застыть, а потом собрать ее в пакет. Плотно закрыть этот пакет и как-то использовать повторно. Можно, например, потом растопить шоколад прямо в пакете в кружке с теплой водой и опять что-то им украсить. Давайте уже закругляться, посмотрим, что у нас вышло в итоге. Смотрите, вот такая красота у нас получилась. Каждый батончик у меня весом около 50 грамм. Начинка сочная, мягкая. Любимый аромат кокоса с шоколадом. Как там в рекламе говорят или говорили? Райское наслаждение. Чтобы продлить срок хранения, их можно заморозить и доставать по мере необходимости. Ну и не забывайте хранить в холодильнике. Надеюсь, вам понравится этот рецепт, и вы тоже время от времени будете делать эти вкуснющие батончики дома. Пишите свои комментарии, особенно те, кто уже сделал батончики. Делитесь своими впечатлениями, может, какими-то кулинарными секретами, если вам, конечно, как и мне, не жалко ими поделиться. Я очень ценю любую обратную связь. Напоследок, по обыкновению, пожелаю всем приятного чаепития, здоровья и красоты. До следующих вкусных рецептов!